лысеешь или, может быть, уже с ободком, значит, это видео ты смотришь не просто так. Напоминаю о том, что это трилогия о том, как не быть лысым в современных условиях, какие способы существуют и что ты можешь подобрать и выбрать для себя. Пересадка волос, трихопигментация и система волос. Безвыходных ситуаций нет, есть проблема выбора и самоуверенности. Лысые – это значит смириться? Не обязательно. Можно решить проблему и получить своеобразное преимущество. Вот, кстати, почему некоторые так скептически относятся к системам? Потому что это способ, при котором ты сразу получаешь такие волосы, прически, которые не могут себе позволить даже те, у кого нет проблемы аллопеции. Редкие волосы, тонкие волосы, секутся, седина, низкая плотность. Прямые волосы хотят, чтобы не вились, у кого вились, хотят, чтобы они были прямые, рыжие хотят темные волосы, темные хотят светлые волосы. И это просто желания, которые улетучиваются там в течение жизни, ну или там, не знаю, делаются какие-то завивки, и там несколько раз в жизни можно попробовать быть другим. И никто вроде бы ничего изменить не может. А ты можешь. Можно хоть каждую неделю менять новые волосы, новые прически, в зависимости от того, что ты хочешь. И почему ты думаешь, что это не преимущество. И тут даже речь не о том, что какой-то из способов лучше, да, я топлю, например, за систему. Это больше про то, что ты можешь выбирать, как я сделал свой выбор, и выбирать именно то, что подходит тебе, а не думать о том, что думают окружающие. Ведь ты решаешь проблему прежде всего свою, а не чью-то. Многие окружающие уже привыкли к тому, что, возможно, ты лысый, ты для них как бы все тот же человек, к которому они, в общем, годами привыкали, и у них есть уже вот этот образ, а тут как бы ты, почему-то тебе нужно сделать пересадку, или почему-то нужно систему наклеить, или трихопигментацию сделать. Почему? Это ведь нужно только тебе, правильно? Поэтому и решение ты должен принимать сам, что ты готов сделать и что подойдет тебе, а не думать, как на это реагируют окружающие. Еще важно, что хочется сказать, можно сказать, что из своего, наверное, личного опыта, может быть, даже напомнить пословицу: по одежке встречают, по вашему внешнему виду. Все остальное – это то, кто вы есть на самом деле. То есть, можно сказать, ваш внутренний мир, ваш интеллект и так далее. То есть внутри плода должна быть косточка, да, и косточка должна быть сильная. Если нет кости, если внутри мякоть, то все это, знаете, как помидор, который очень быстро завянет или прожмется. Поэтому, прежде всего, я всегда рекомендую создавать себя изнутри, а ваш внешний вид – это, скажем так, оболочка, которую, что называется, почему бы и не улучшить, да. Точно так же, как я не топлю за какие-то клиники, так же я не навязываю вам тот или иной способ борьбы с аллопецией. Как обычно, я делюсь своим опытом, исследованиями и наблюдениями, чтобы ты сам понял, учитывая все факторы, что именно подойдет тебе. А я тебе постараюсь помочь в этом. И про это, собственно, мои консультации. Итак, давай будем разбираться. Трихопигментация. Поехали. Трихопигментация. Преимущество. Первое преимущество – трихопигментация хорошо сочетается с пересадкой. Это именно тот случай, когда я вам могу порекомендовать делать трихо. Не просто, чтобы сделать себе рисунок или тату на голове, а дополнить пересадку. Задать ей, так сказать, плотность и объем такой своеобразной тонировкой. Кто-то из вас знает, что такое топик. Это такая присыпка, которая закрывает ваши блестящие лысые участки и создает иллюзию волос. Да, еще раз напоминаю вам о том, что все три способа, будь то пересадка, трихопигментация или система волос, все это обман природы, как ни крути. Потому если вам кто-то говорит, что пересадка это естественно, а все остальное нет, можете просто улыбнуться. Так же, как сыпать себе на голову вот эту нефть и пыль, можно задать более перманентный эффект – трихопигментацию. Получится так, что пересаженные волосы будут создавать текстуру волос, а трихопигментация – объем и такую своеобразную тонировку. То есть все ваши блестящие участки, которые будут просвечиваться, уже не будут просвечиваться именно благодаря тонировке. Второй момент может закрыть зону темечка, где приживаемость волос для пересадки
гораздо меньше, чем, например, на передней части, на центральной части. И тут снова о компенсаторике. Для тех, например, у кого не хватило волос, и хватило волос только на чубчик, или вам сделали этот глупый чубчик Нильса в каком-нибудь там Географте или в другой сотне клиник, и нет материала для сияющего темечка, трихопигментация поможет. Третье преимущество – это возможность отмены. Для меня это очень важный показатель. В пересадке невозможно откатить то, что вам сделают. Не зря я ведь создал блог и рассказываю вам столько всего и о докторах, и о клиниках, и о необходимости планирования и моделирования линии. Только эти три составляющие сделают вашу пересадку успешной. Не отзывы Гугла или рекомендация там, соседа, кореша, то, что подошло ему, не факт, что подойдет тебе. Можно примерить шапку друга, невозможно примерить его пересадку на свою ситуацию. Так вот, трихопигментация со временем сходит. А это значит, что из этого способа можно выйти, скажем так. Считается, что самые стойкие краски держатся максимум 3-4 года в зависимости от вашего организма, метаболизма, возраста, используемых чернил, глубины, на которую вам, в общем-то, делается трихопигментация, но сходит. Не понравилось? Есть выход. Теперь о недостатках. Еще раз напоминаю о том, что для меня крайне важно показать в этой трилогии все стороны каждого из методов. Пересадка волос, трихопигментация и система волос. При этом каждая из сторон, что консультант из клиники, что татуировщик, что магазин по продаже систем, будет перетягивать одеяло на себя. Всегда думай сам. То, что подойдет для одного, не значит, что подойдет для тебя. Под каждого и нужно подбирать какой-то собственный способ решения и также разбираться в каждом отдельном кейсе, что мы делаем, собственно, на подробных консультациях, будь то пересадка волос, система волос. Итак, недостатки трихопигментации. Первый нюанс – это достаточно высокая стоимость для временного эффекта. Работа профи от 1300 евро, из того, что я знаю. И тут сразу перетекаем в пункт 2. На самом деле очень мало профессионалов и недостаточно тех, кто не просто ставит точки на лысых головах, а понимает, что он или она делает и для чего это все. Как должно быть все распределено, какой цвет, какая фактура, учитывая, например, длину отрастания волос, которые вы планируете, и многие другие факторы. Да, я видел работы за 500 евро. Это как пересадка за 1500 или там за пересадка до 2000. Или посмеяться, или поплакать. Ну, в данном случае это выглядит, знаете, как грязная голова. Если у вас есть какие-то классные ребята, кто делает трихопигментацию супер, еще и с классной стоимостью, дешево, обязательно напишите мне в личку. В течение 1,5 лет я пытаюсь найти хоть кого-то стоящего, причем не один. Мы это делаем, можно сказать, командой. Кому-то сделали плохую пересадку, кто-то хочет добавить эффект плотности. В общем, ищем. И пока все, что я видел, это реально, конечно, ужас. Буквально 2 более или менее профи, которых работы можно, в общем-то, рассматривать. Да? Один находится сейчас на фронте, борется за независимость своей страны. Второй – манерная персона, которая убежала в Америку, думая, что там оценит его талант, но, как оказалось, ставить точки на голове для американцев не есть талант. Ну, как обычно, буду стараться быть объективен, вне зависимости от каких-то там личных предпочтений. Точки он делает на голове хорошо. Дорого? Сравнимо с пересадкой. Навсегда? Нет. Как говорят ребята, хватает где-то на год, даже чуть меньше. Ну, почему нет? Если кто-то может себе позволить 1200, там, 1300, 2000 долларов в год, почему нет? Это тоже выбор. Следующий огромный минус может быть использование татуирования, которое приведет к эффекту зеленого синего пятна со временем. Куча шарлатанов, которые прячутся за модной вывеской трихопигментация. Тут даже появляются те, кто умудряется учить этому без особого опыта и набитой руки. Да?
В общем, игра на бедных собратьев, лысых собратьев, да, знаете, если сопоставлять с пересадкой волос в Турции, то, наверное, около 90% клиники это больше про деньги, а не про качество и медицину. То же самое и с триха. И бывает, что триха выдают за татуировку, которая станет, опять-таки, синим, зеленым, размазанным, и это невозможно будет исправить вовсе. Разбирайтесь внимательнее, чем шпигуют вашу голову, какие материалы будут гулять по вашей крови месяцы, а может и годы, что будет на голове через год, через 3, через 5 лет. Я честно ищу для себя, и даже пока нет на примете ничего более или менее качественного. Если у вас уже есть опыт, напишите. Возможно, именно ты станешь тем, кто укажет на правильного трихопигментолога, скажем так, кто сделает многих ребят, кто ждет, как и я, того самого трихомессию. И нюанс номер 4. Чернила активно вымываются. То есть это и плюс, и минус. Почему плюс? Я говорил об этом ранее. Возможность отмены. Для меня это очень важный момент, но минус в том, что ваши затраченные средства испаряются быстро, и нужно делать дополнительные сессии, ретача, то есть повторять поверх снова, делать трихопигментацию. Иногда это нужно делать каждые 3 месяца, иногда каждые 5 месяцев. Ну, в общем, считайте, что вы подсаживаетесь на иголку трихопигментолога. Но плюс в том, что она постепенно выцветает, и вы понимаете, что окей, если вам это не подходит, вы можете выйти аккуратненько из вот этого способа и попробовать что-то другое, пересадку, систему, или вообще просто забыть обо всем этом. Может быть, я о чем-то забыл, напишите в комментариях, может быть, что-то не упомянул, и в следующей серии будем разбираться про систему волос. Ну и главное, чтобы колосилось.